Всем привет! Меня зовут Мария, и давно вас не видела на моем канале о русском языке Sound Like a Russian. Начала я потихонечку получать сообщения от своих студентов и даже комментарии от подписчиков с вопросами: Мария, где же вы? Где же ваши видео? Куда-то вы далеко уехали? Надолго вы как-то пропали. Мне очень приятно, что вы по мне соскучились, скучали по русскому языку. Признаюсь, что мне тоже было непросто отдыхать и совсем не думать о моем канале. Каждый день я просыпалась с мыслью, что, возможно, нужно написать еще одно видео, или попробовать снять, или попробовать смонтировать и выложить видео, не делать такой большой перерыв. Но на эту долгую паузу были свои причины, и первая причина, о ней я писала в сообществе на YouTube. Я заболела, и у меня долгое время был насморк. Я не хотела снимать видео вот с таким вот голосом. Потом у меня сел голос, я охрипла сначала, то есть говорила таким низким, не своим голосом. Потом голос сел, то есть пропал вообще. В общем, похоже, я устала и решила дать себе время отдохнуть и восстановиться. Сейчас особо внимательный слушатель услышит, что все равно еще не до конца мой голос нормальный, мой голос ко мне вернулся. Но это не единственная причина, по которой я пропадала. Пожалуй, главная причина — это то, что я сейчас вещаю вам не только из своего отпуска, но еще и не из России. Я сейчас не в России. Нахожусь я, ну ладно, не буду загадывать загадки, сначала хотела вас спросить, как вы думаете, где я нахожусь? Сейчас я нахожусь в Венгрии. Кстати, ехала я сюда 3 дня на автобусе. Можете себе представить, да? После такого путешествия, мне кажется, нужен отдельный отпуск. Но не суть, это видео не об этом. Вот уже 2 недели я на новом месте, наблюдаю, присматриваюсь. И, знаете, есть у нас такое выражение: все познается в сравнении. И вот, приехав сюда, в Европу, я поняла, что я не замечала очень многих особенностей России, когда я жила в России. Когда ты живешь всю свою жизнь на родине, особенности, особые черты этого места, людей, менталитета, традиций, они как-то стираются, и все, что тебя окружает, становится очень естественным для тебя, очень нормальным. А сейчас, когда я присматриваюсь к новому месту, к менталитету, традициям, кухне и так далее, я замечаю не только особенности этого нового места, но чаще всего я ловлю себя на мысли о России, о том, что я чего-то не замечала никогда, когда жила в России. И вот в этом видео я хотела с вами поделиться несколькими своими наблюдениями, которые ко мне пришли только тогда, когда я имела возможность пожить в другом месте и присмотреться к этой жизни изнутри. Итак, первые несколько замечаний осенили меня, когда я въехала на автобусе в Европу. Это замечание не только про Венгрию, про другие европейские страны тоже. Я заметила, что в Европе очень мало проводов над землей. В России все-таки принято проводить провода над землей. И вы можете из окна видеть множество электрических проводов. Около каждого дома, на каждой улице много проводов, действительно много. Здесь, в Европе, мне бросилось в глаза то, что их нет. Вот вы делаете даже фотографию, и на фотографии нет никаких проводов, хотя есть 2 столба. И в России они были бы соединены проводами наверху. Еще одно замечание, которое касается тоже внешности городов, это черепица на крышах. В Европе очень многие крыши многих домов покрыты черепицей.
В России вы такое увидите реже, гораздо реже. Замечание номер 3. В России вы очень часто можете увидеть, что дом кирпичный, и этот кирпич вы видите, он ничем не закрыт. Нет никакой штукатурки, облицовки сверху у дома. Да, и так называемые хрущевки или коробки, которых очень много на всем постсоветском пространстве, они так и есть из кирпича, и вы можете видеть, что это кирпич, ничем не закрытый и не покрашенный. В Европе таких домов я встречала гораздо меньше. В основном здесь тот же самый кирпич закрыт чем-то, и сверху еще какая-нибудь красочка, желтая, красная. Там. На самом деле все эти 3 пункта я бы объяснила, наверное, климатом. Это просто предположение, не знаю, как на самом деле, но, наверное, когда вы строите что-либо в стране, на территории, где разница между температурой летом и температурой зимой 60 градусов, вы будете думать об облицовке дома и о черепице в последнюю очередь. Хотя в некоторых европейских странах тоже достаточно большая разница между летней и зимней температурами. Но, не знаю, если вы знаете причину, почему так, пишите. Еще одна вещь, которую очень трудно не заметить, когда вы въезжаете в Европу после России, это узкие дороги. В России дороги широкие. И я сейчас говорю не только о Москве. Даже в маленьких городах дороги шире, чем в Европе. Тем более, чем в маленьких городах в Европе. Когда мы ехали на автобусе в Венгрию, я просто не знаю, как водитель управлял автобусом, потому что ширина автобуса совпадала сантиметр в сантиметр с шириной дороги. Ну, мне так казалось, во всяком случае. И вот эта, знаете, тяга к просторам в России выражается не только здесь. Она выражается и в размере машин. В России вы увидите гораздо больше больших машин, широких машин, с большими колесами. Еще одно интересное наблюдение, которое тоже связано с тягой к большим размерам, это размер чашки кофе. В России вы достаточно легко можете найти в какой-нибудь кофейне кофе XL. Кофе большого размера, и это будет 400 или даже 500 миллиграммов. Пол-литра кофе вы можете купить, и для меня это было, очень естественным на самом деле. Я вообще люблю пить кофе, причем сразу в больших количествах, и вот это я потребитель вот этой пол-литровой тары кофе обычно. Здесь, когда я вошла в кофейню и искала в меню размеры чашек, я или их вообще не находила, то есть как-то, даже никто не спрашивает, а сколько вы будете, много или мало, или я находила максимальный объем 300 миллилитров. Придется, наверное, мне пить меньше кофе теперь, или чаще. Так, следующие 2 наблюдения касаются уже человеческих отношений. Я заметила, что в России люди мало говорят. Даже если вы очень болтливый русский человек, и вы вдруг встретили на улице вашего старого знакомого, то вы не будете разговаривать столько, сколько говорят здесь в Венгрии 2 незнакомых друг другу человека в очереди. Конечно, люди бывают разные. Конечно же, разница между русскими людьми иногда бывает больше, чем разница между русским и венгром. Но в целом эта разница очень ощущается. Русские люди как-то более молчаливые. Когда люди здороваются здесь, мужчины жмут друг другу руки, и более того, мужчина или женщина протягивают руку женщине тоже. В России это не так. Очень редко вы встретите в России случаи, когда женщине жмут руку. Это можно встретить в какой-нибудь корпоративной или академической среде,
где у людей это принято так, здороваться с женщиной за руку. Но лично я встречала это крайне-крайне редко. Обычно здороваются за руку у нас мужчины. Женщине могут руку поцеловать, мужчина может поцеловать руку женщине, если выражает ей глубокую симпатию или глубокое уважение. Кстати, я слышала, что премьер-министр Венгрии тоже любит целовать руки женщинам. Он больше в этом похож на русского человека, чем сами венгры. Ну и еще парочка замечаний уже о культуре еды. То, чего я раньше не замечала. В России очень развита чайная культура. Мы, конечно, не Китай, и у нас нет чайных плантаций, но попить чай на завтрак, после обеда, сделать перерыв на чай и после ужина чай попить, пригласить друга на чаек — это святое дело. Даже говорят пойти в магазин и купить что-то к чаю. Это значит что-то сладкое купить, шоколадку, булочку, что-то к чаю. В общем, у нас много пьют чая, и это не проблема купить хороший чай. Чайных магазинов полно везде, и на рынке, и просто отдельных магазинов. Его много, и большой выбор обычно. Чай даже дарят у нас, как подарок иногда, хороший чай можно подарить. Здесь пока я не заметила, что люди как-то любят чай. Очень редко его пьют, только на завтрак и если болеют. Купить чай тоже не так-то просто. Я была здесь на рынке и не смогла найти вот такого обилия чаев, как у нас. Скорее всего, конечно, есть какой-нибудь чайный магазин, но до него еще надо дойти. Ну и вишенка на торте, изюминка русской культуры и моего видео — это, конечно, русские застолья. Друзья, никогда я не осознавала вот этот бриллиант моей собственной культуры. Русские люди просто мастера организовывать хорошие, богатые пиры, застолья. Если вы приходите в гости к русскому человеку, к такой традиционной русской семье, то на столе будет шведский стол. Вот такая игра слов, да? Придете в гости к русскому, на столе шведский стол. В каком смысле? У вас на столе будет нарезочка, то есть мясо, сыр, колбаски, фрукты, овощи, обязательно салаты, причем разные. Там вам и селедка под шубой, и оливье, и мимоза, и что-нибудь еще. Но здесь изощряется каждая семья по-своему. Конечно, блюда отличаются, но что похоже, это обилие, разнообразие. После салата обязательно пойдет главное блюдо, гарнир, что-то мясное. После главного блюда обязательно что? Десертик с чаем, конечно же, да. Между этими блюдами обязательно что надо? Выпить за здоровье. Одну стопочку, между первой и второй перерывчик небольшой, вторую стопочку. Выпить на пасашок. Это значит, когда гости уже собираются уходить, нужно выпить на дорожку. Хорошая примета. В общем, все это в целом создает такой дух дикого гостеприимства. Вот когда ты гость в русском доме, тебя накормят, напоят, вы еще и песни попоете, и потанцуете, и по душам поговорите обязательно. Когда я приехала сюда, я тоже почему-то ждала, что мне тут накроют поляну, как у нас говорят, то есть накроют большой стол и будет большое застолье. Но нет, даже когда приходит гость, здесь на столе будет 1-2 блюда и все. Но на сегодня, пожалуй, достаточно с наблюдениями. Я буду еще записывать, что я замечаю, и, может быть, сниму еще одно видео, посмотрим. Кстати, помню,
о своем обещании снять видео о моем городе в России. Где-то месяц, полтора-два назад я ходила по городу и снимала материал как раз для этого видео, чтобы сделать видео о моем городе в России. Но потом, когда я села за монтаж этого видео и пересмотрела все материалы, я поняла, что сняла недостаточно, во-первых. Я сняла не все, что нужно включить в это видео обязательно. И во-вторых, качество этих видео мне не нравится, если честно. Поэтому я приняла решение делать коротенькие видео, не одно большое видео о моем городе, а маленькие коротенькие видео с моими комментариями или без них. Я буду их оставлять, может быть, здесь на канале или в Инстаграме. Посмотрим. Вот, выкручусь таким образом. Ну что же, мне кажется, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Я пойду лечиться дальше, восстанавливаться, чтобы продолжать снимать для вас видео. Новые видео о русском языке и о русской фонетике в том числе. Желаю вам хорошего, теплого, приятного лета и скоро увидимся. Пока-пока.